Всем лучезарного света в окошко и в душеньку, а всем мошенникам пробитие очечка и разрыва кровеносных сосудов. Собственно, и сегодня я хочу вам рассказать историю, как я пыталась сэкономить и в итоге потеряла 2000 евро, хотела сэкономить всего лишь 2000 гривен, и все мои документы были потеряны, новоприобретенный телефон, пара и другие вещи, которые находились в моем украденном рюкзаке, оставив меня лишь с полотенцем и с телефоном, на котором было 15%. А я в другой стране, в Италии, больше никогда не смогу полететь домой на самолете, ибо консульство Украины уже было закрыто на предстоящие выходные, потому что это была уже пятница после 13:00. И что же, держитесь покрепче, потому что это будет очень поучительная для меня и для вас история, надеюсь, тоже. И надеюсь, что с вами такое никогда не приключится. Знаете, как бывает, видишь какое-то призрачное, супервыгодное предложение в своей уставшей голове, не соображающей. И ты думаешь, это то самое, я вывезу, я смогу, я это сделаю. Потому что это экономия ради экономии. Моя история об этом, как я хотела сэкономить деньги на хостел и на 2 дня, и лишилась здравого рассудка контролировать дальнейшую ситуацию. Ты можешь жить без использования денег, подумала я. Точнее, минимум без жилья все 10 дней моего трипа. Ну, собственно, может, ты, моя любимая зрительница или мой любимый зритель, не такой странный чудак, как я себе создала себя. Но явно в тот момент это было мое полное серьезное проявление провести путешествие на экономии. И в это время я снимать видео, достопримечательности и попутно привыкнуть делать интервью с публикой, которая будет мне комфортной, чтобы найти вас и рассказывать мне побольше чего-то важного для них, как горожан, которые нашли пристанище для творчества, вдохновения и отдыха подальше от заезженных туристических мест в их странах и городах. В общем, как же это произошло, это грандиозное мошенничество? Ну, чтобы вас не томить, могу сказать, день был очень насыщенным, пока я гуляла по Остии в Риме и планировала под вечер часов 6 попасть в центр Рима. За это время я повстречала 7 людей, каждый что-то внес свою лепту моего путешествия. К примеру, итальянец с именем Эрмано, что с испанского означает брат, подвез меня на 5 километров, сберег мне мои ноги, которые с аэропорта пешком херачили на другую сторону, чтобы просто поплавать и получить удовольствие от морских волн. На вечер я решила поужинать в одном парке, где как раз решила загуглить информацию, почему на мои ноги так часто обращают внимание, ведь я не могла понять, что же тут такое, во что я в сланцах. Решила уже после ужина выцепить одного парня сигаретой, что-то явно было притягательное в нем. Вот и мой первый вопрос был, а что, это правда, что в Риме могут оштрафовать туриста на 2500 евро, если пить в сланцах в общественных местах, к примеру, переходив через пешеходный переход? Мы разговорились с ним, он сказал, что первый раз слышит этот бред, но все же нам было о чем поговорить, у меня было очень задорное настроение задавать вопросы и интересоваться новой личностью. Одним из крайних вопросов, и по его инициативе, обменившись соцсетями с художником этим, я спросила, какие же города Италии самые знакомые и любимые, в неком роде места силы народа Италии для тебя? Он ответил, что бы я точно не ехала в Милан, ведь они сами, римляне, не любят миланцев. Они слишком вычурные, как он сказал, спешат жить, задают ход моде, но такие напыщенные, да и расслабиться не умеют. Это меня немного смутило, и тогда впервые за долгий разговор поселила во мне страх размером с мигдалину над солнечным сплетением. И мне понемногу ставало плохее, и падало у меня настроение с такой же скоростью, как вечер сменялся ближе к ночи. И мрак начал медленно заполнять пространство вокруг, словно густой чернильный кисель. Я попрощалась с ним, мы обменялись контактами, и я решила себе выстроить дорогу от парка к Колизею. Очень похоже, если честно, на какое-то бесконечное количество аквадуктов, только зеленые пространства и небольшой парк от речки под названием Тигвер, где находятся остатки каменной и мраморной арены, где вмещались более 250 тысяч римлян для гонки колесниц. Рядом также был красивый парк с их популярными соснами и также благоуханными апельсиновыми деревьями. Мой путь до Колизея оттуда составлял максимум минут 10, но меня как будто постоянно вело не туда. Я как будто смотрю на карты, но не могу никак добраться по улице Георгия на Колизей. Когда я все-таки попала на Колизей, я чувствовала себя настолько мизерной, будто выпила тот самый эликсир Алисы, но вместо страны чудес я попала в кошмар. Стала телом чуять мою незначимость, она начала обдавать каждого прохожего на моем пути. Я почувствовала себя как в фильме «Начало», где я, осмеленная, меняю свои сны. А проекция людей начинает меня атаковать из-за чужеродного страха, который во мне пробудился после разговора о миланцах. Это страх небезопасности и крошечности своей личности стремглаво распространялся. Я перестала чувствовать безопасность говорить на своем языке, когда записывала голосовое, потому что все абсолютно. Каждый персонаж Рима наблюдал за мной и что-то бормотали. Даже перекривляли, в то время, когда я проговаривала текст, потому что я хотела записать информацию о том парне-дизайнере, с которым познакомилась в парке из-за вопросов о сланце. Но они, снобяги, морды, вырывающие спокойствие, трусящими челюстями, свирепели и смотрели укоризненным взглядом, вцепились с давлением глаз и быстро мутировали с нейтральности лица в желание подраться, устроить конфликт.
смотрев на меня как бесцеремонную, недостаточную, нереализованную. И вот я продолжаю что-то записывать, они всматриваются в меня прямо наблизи и чувствуется презрение, давка на меня, что я правда задавила себя в состояние невозможности находиться рядом. Я полностью перестала наслаждаться и почувствовала, что как будто сейчас весь мир сузился до нахождения в капсуле, которая называется Колизей. И небольшое обозрение меня вокруг, и все эти люди, а я передвигаюсь и нахожусь как хомяк в запертом колесике, с которого он не может уйти из-за того, что это колесико сдавлено до определенных размеров, которые я не могу чисто физически преодолеть. И я понимаю, что это была большая иллюзия. Но меня очень сильно напугало то, насколько, оказывается, я могу быть пугливой. И тут очень вспоминаются мне слова из Кровостока. Ты не боишься, пока тебя еще не пугали. Тебе не страшно только потому, что тебя пока еще не пугали. А меня вот начали пугать самим воздухом Рима, просевшим легкие от осуждения вавилонцев, не давая делать глубокие вдохи, чтобы успокоить нервную систему. А может, все и глаза были как зеркало, где я смотрю свои страхи подавленные, где трубит страх унижения, своей ненужности миру, отверженность, чувство небезопасности жить. После этого внутреннего шоу, которое отобразилось на спектакле среди римлян, у меня отпало всякое желание даже идти смотреть на Колизей и на Базилик, или еще какие-то красивые церкви, и я пошла, сразу на ЖД вокзал в Рома-Термине, чтобы зарядить телефон, и также я видела, где можно было поспать, но прикол в том, что мне писалось, когда заканчивается время посещения. В форумах мне сказали, что он может быть где-то до 3-4 утра открыт, но кто-то вообще сказал, что круглосуточные они. В общем, из-за того, что информация искаженная, я решила якобы не волноваться больше и сместить фокус на подзарядку. На часах уже 22:09, и в это время я отписала маме, что все у меня ок, ибо она мне начала написывать, что срочно нужно взять мне хотя бы хостел, просто беспричинно кипишась. Я ей ответила, что не хочу, ибо не собираюсь спать. Ха-ха-ха, как же я ошибалась. Но не об этом. Пока что важно вот что сейчас я решила навестить аккаунт моего интервьюированного дизайнера Стаса в его Инстаграм. Мне попалось 2 стиха и 1 надпись: «Спящий нарцисс». По итогу меня выгнали уже в 23:50 полиция, потому что проходила по всем местам в ЖД и выгоняла людей на улицу. И по сути наполовину заряженным телефоном мне пришлось скитаться, когда самая жестокая уличная шняга разворачивается. Город превратился в театр теней, где на сцену вышла падаль, наркоманы, бродяги, странные тени. Итальянцы мудрые люди, они запирают свои сады на 7 замков и под код, под ключ, и все их плазы, их патио и их зажратые от красоты маленькие дворики закрыты. А хотелось просто посидеть где-то рядом, поесть. Итальянцы же оставляют улицу тем, кто хочет тебя съесть. Дело вот в чем. Прошевшись по многим паркам, понимая, что все они уже закрыты, а все ворота по 3 метра, я попала в какой-то райончик. Они проживают очень напыщенно. Они очень статные, Тускланно Норд или какой-то Эскелино. Ну вообще сумасшествие. Но что поразило до ужаса, это все выглядит как пугающе, неживое, и почему-то у меня постоянно было ощущение, будто меня по чуть-чуть съедают как личность. Просто каждый раз взглядом, презрением, своей резкой ходьбой возле меня впритык мчались, будто хотели пройти сквозь меня, как будто я просто какая-то голограмма. Я чувствовала себя никчемной, но я старалась себя успокоить и сказать, что это просто мой страх, проектируемый, что есть хорошие итальянцы. Я уже убедилась в этом лично, когда была на Остио. Парень, который по своей воле оплатил мне проезд и провел меня со своей подругой, парень Эрмана, который меня подвез, дизайнер Стас, с которым я прекрасно поговорила, 7 людей просто замечательных, но почему-то этого было недостаточно для моего мозга. Также были люди, которые свистели меня, это какие-то бомжи, наркоманы. В общем, мне просто было страшно и плохо, и не понимала я, почему у меня абсолютно не было идей даже пойти в центр. У меня даже почти 2 раза сбила машина. Можно было бы просто уйти за пределы районов или пойти снова на автовокзал и поехать автобусом. Но я просто люто тупила. У меня полностью пропала возможность мыслить. Настолько был сильный страх, что абсолютно любые простые идеи, которые вы сейчас можете мне советовать, они были бессмысленные, потому что я жила в одну секунду в данный момент, полностью подвергаясь страху. Я чувствовала, что душа ушла на дно от удушья торопливого итальянского контингента домой от свалочных бомжар, сыкунов и нариков. И, собственно, сейчас начнется самое худшее. Именно в это время из щелей Рима вылезает всякая падаль. Я помню сюрреалистичный контраст: ручей мочи, стекающий по мостовой под какого-то типа иммигранта, а рядом цветочная лавка. Красиво, очень ухоженная цветочная лавка. Там полно всех возможных цветов. И у меня возникло ощущение, как будто это островок, вмещающий в себя историю цветов всех стран из 5 континентов. Было их много, вычурных, экзотичных, древних, цветы, как из острова Пандора, и кораллоподобные, и прежде мной не видавшие. Просто вау, выглядело и пахло так живо. Наверное, это одно приятное, что произошло со мной за последние 4 часа перед тем, как меня обворовали. Чуть далее пошла по освещенным
самым главным улицам неподалеку от ЖД вокзала. Увидела, как африканцы играют в волейбол, привязав сетку к двери жилого подъезда. Прошедшись немного вглубь, свернув налево, я увидела его. Чувак на инвалидной коляске, будто сама смерть с косой, только косой. Да, а море мы пошли, я о том, что он был сгорблен и старик лет 50. Он замер, уставившись на меня огромными пустыми глазами, наполненными страхом. В нем не было жизни. Это был не человек, а мертвевший, видимо, только что принявший дозу. Но самое страшное было внизу. Собака у его ног копошилась в ранах, объедая часть его заживо гниющей ноги, в то время как облезлый кот уселся на его коленях, передавал своими зрачками тоже испуг. Меня парализовал ужас. Я начала бежать, и в этом бреду мне казалось, что даже 3 девочки с ракетками – это угроза, что они сейчас вонзят их мне в живот. Мир вокруг почернел. Он стал липким и враждебным. Я превратилась в крошечное беззащитное существо, за которым наблюдают тысячи голодных глаз. Бежал от того инвалида и знаю, что он бы точно не вязался за мной, но кошмарная картина, от которой хотелось как можно быстрее отгородиться и перейти в картину дня, где я уже в самолете, благодарю сознание и высшие эшелоны, что я жива, но история такой не окажется. Друзья, дальше история, что я проходила 2 типов, когда бежала от того чувака. Как оказалось, был знакомый очень говор. Я подошла к ним обратно, потому что подумала, вот они курят, нужно просто с ними хотя бы поговорить. Оказалось, это россияне. Я поняла, что я там, где нужно, якобы. Я решила попросить у них сигарету, потому что что-то мне придумалась такая гениальная идея. Ну и, собственно, я им в порыве эмоций, когда мне дали сигареты, начала рассказывать, какое у меня приключение и что у меня якобы здесь только рюкзак с собой. И мне кажется, что они как раз были теми первыми персонажами, которые могли меня обворовать на карточке, потому что не смогли достать наличку, потому что оно было с задней стороны рюкзака, за моей спиной. А уже позже, может, кто-то из других последовал этой традиции и уже украли мой рюкзак, но это чуть попозже. Разница между кражей и этим происшествием осталась всего лишь часа 3. Может 4. Мы решили подняться с ними на террасу, ибо мне нужно было где-то отдохнуть. Они позволили, сказав, что все равно завтра утром уезжают и могут отпереть дверь, если нужно. Ну или просто, как мы и решили, мы поставили стульчик между входом в террасу. Они ушли, а я их поблагодарила. И на террасе я сделала маленькое видео, показать обстановку, где я буду якобы ночевать, но спать не буду, ибо я переживала за вещи. Написала маме, что все хорошо, меня якобы приютили семейные люди. Как я это написываю, у мамы пропадает интернет, и она больше ближайшие пару часов не отвечает на сообщение. А снизу кто-то начал кричать неумолкно с нижнего этажа на итальянском, чтобы я выходила. Она знает, что там сверху кто-то есть. Она сейчас вызовет полицию. Потом ее мужчина подключился, но я решила спуститься, и они были максимально строгие, даже не хотели войти в мою позицию, что да, может, я и чуть-чуть нашумела, когда переставляла стульчик на террасе, но дело вот в чем. Я им сказала этой итальянской семье, что хочу просто пересидеть этих пару часов, потому что дальше у меня поездка к аэропорту. Они сказали, что не могут здесь оставаться другие люди, что я должна свалить отсюда, потому что они вызовут полицию. Поэтому они меня выгнали, проводив меня итальянским каким-то недовольным говором. В целом, я осталась снова на лужайке возле подъезда. Знаете, я и правда, как в той надписи у дизайнера, вела себя как спящий нарцисс. И себя начала еще больше глушить на поспать. Да, кофе энергетики не взяла в такую пару, но можно было же сделать какую-то тренировку физическую, послушать ритмическую музыку, позалипать в стендапы, где-то посмеяться, что-то походить, посмотреть, но нет же, меня будто против моей воли вели, бессильную, зарывали еще больше в дремучку. Знаете, что я делала? Я читала, как украинцы адаптируются в Италии, хотя зачем мне все, блядь, это? Сейчас где-то в час с чем-то, в 2 с чем-то подходили те 2 парней-москвичей, которые меня взяли сюда на лужайку и сказали, как у меня дела. Я сказала, что все нормально, и пока не сплю. Они покурили, зашли обратно, и я пока еще была живая, но где-то в 3 часа ночи я поняла, что меня настолько сильно начало рубить, что мне пришлось уснуть, и я вырубилась, и просыпалась каждые 15-20 минут, потому что, видимо, мое тело хотело сохранить меня в здравом рассудке и оставить меня живой. Ну, короче, когда наступило 4 утра, я стряхнула с себя все ненужные травки, которые присобачились ко мне, которые я насобирала на себе и на рюкзак, пока лежала в траве, и направилась в сторону Рома-Термини. И да, что странные, очень странные. Пока я была в забытье, невидимые руки уже тянули нити из моей жизни. Мои деньги начали исчезать с карт за 2 часа до того, как я вообще обнаружила пропажу. В то время, как я, собственно, была на лужайке. Но мне не пришло ни одно уведомление из моего банка. И с этого мы охуеть, как приохуели, вместе с итальянской полицией, с шефом полиции, когда мы начали рассматривать мое дело. Но, собственно, не забегаем. У меня ни одного уведомления не поступило на телефон, что какая-то бесконтактная кража происходила. Либо рюкзак мастерски вскрыли, не разбуди меня. И это так странно, как это произошло.
произошло. Это до сих пор остается загадкой, потому что все из вещей было на месте. По моему пути снова к ЖД вокзалу было очень много арабов, африканцев и подноготных. Прошла их мимо всех, но все же еще немного чувствовала, что меня осматривают как добычу. Пристально оглядели, в чем одета, и, как мне кажется, рассматривали, были ли у меня какие-то дополнительные сумки, и понимать, что могут они украсть. Я решила на остановке спросить у водителя автобуса, открыт ли Рома-термини для посещений, ибо мне холодно. Он сказал да, и сказал, чтобы я была очень аккуратной, потому что здесь много странных людей и плохих воришек. Я сказала хорошо, спасибо. Но в итоге все. Подходим к самому стыдному и жаркому. И вот тут и пиздец. Ладно, сажусь я, значит, на первом этаже на лавочку, напротив магазина Victoria's Secret. И на первом, и на второй лавочке я села, поставив рюкзак, оперевшись ко мне на правую ногу. И решила посмотреть в интернете, как я могу добраться с вокзала на аэропорт на поезде. Потому что сегодня я должна буду погулять полдня и добираться, потому что у меня будет самолет. Чтобы узнать, как сделать это быстро и дешево, чтобы успеть привести себя в порядок получше, потому что в ЖД-термине туалеты были платные, просто там по 4 евро. Поэтому хотелось бы поехать. Да. Мелочность ее же и погубила. Только уже была ультима, и пути назад не было. Меня каждый раз отводили от печали и обороняли, как могли, но и остерегали. Но все же спящего нарцисса, всезнающего, всеумеющего внутри было не остановить, и тупость пошла дальше к звездам. И когда я подняла голову, задумываясь, каким поездом лучше сесть, я заметила, что парень один с упущенной штаниной. Я, как зловещая, решила сделать фотку задницы, что обошлось мне, блядь, в 2000 евро и провалом. Прошло 3 минуты с того времени, как рюкзак был у моей ноги, пока все это я делала. И у меня украли, оказывается, рюкзак. Никого еще уже не оказалось рядом. Как бы я ни бежала, как бы я ни искала через толпу каких-то прохожих, никого даже рядом не было. Когда я подняла глаза, мир вокруг стал абсолютно пустым. Рюкзака не было. Не было моих документов, телефона, денег, моей связи с миром. В ту секунду я почувствовала, как мрак, который до этого был снаружи, окончательно влился мне в грудь. А я почти что левитирую. Вот на самом деле скинула с себя весь груз. Кто знал, что груз концепций, но это их будет уже потом в моих раздумьях в следующих видосах. Сейчас же, когда я распознала, что в мусорках нету моего рюкзака, а полицейские и охранники не хотят помогать и говорят ждать шефа, который придет только в 9 утра, и тогда заполним жалобу. Я же вставала все прозрачнее и решила набрать тетю. Не хотела говорить маме, зная ее реакцию. Она была одной и той же. Я говорила, ты бестолковая, вечно, блядь, что-то теряешь, ты растеряша. Поэтому у меня дальше больше не существовало для этого города. Я осталась с полотенцем в траве и мой телефон. И что там полиция? 5 часов ожидания шефа, который даже не посмотрел мне в глаза, консульство, да, тишина или сухие отписки. Я стояла посреди Великого Рима с одним полотенцем в руках, чувствуя, как холодное равнодушие этого города давит меня, словно многовековой мрамор Колизея. Я была не просто ограблена, я была стерта из земли. Когда мы все-таки уже писали эту жалобу с итальянским шефом, это длилось, чтобы вы понимали, с 9 утра до 13:00. И это очень изнурительное дело. Но спасибо, что они дали мне хотя бы полудохлячую какую-то зарядку, чтобы я могла зарядить телефон, и вот тогда у меня уже было только 15%. Мне становилось все больше плохо от того, что полицейские не верят мне, что как я могла быть обкрадена, когда я еще спала, ведь сообщения с банка не приходили, что уже в часа там 2 или 3 ночи, я прикреплю все скриншоты, у меня уже обворовывали. Мы отследили, посмотрели, по каким кафешкам были изъяты деньги, и они были там, знаете, так по 20 евро, по 15, небольшие суммы, но во многих кафешках за краткое время, что меня впечатлило. Он сказал, что когда жалоба была уже написана, я второй раз к нему пришла, он звонил тем кафешкам, и они сказали ему, что якобы это чистая правда, что они тогда были закрыты, работают они, как официально показалось, только по Google картам только с 8 утра. И я понимаю, что все, поездки мне отменяются, и также консульство Украины, потому что оно мне ничего не ответило, и лишь все осталось на сообщении, что 28 евро стоит заплатить. Я им написала, могу ли я прийти, потому что у меня срочное дело, а там, собственно, в пятницу закрывалось все намного раньше. Вы понимаете, в субботу-воскресенье консульство не работает. И хотите ли вы сказать, что это не задействовано несколькими людьми? Но теперь думаете, москвичи ли это, цыгане, арабы, африканцы, потому что у меня была возможность даже пойти посмотреть в то одно кафе. Я разговаривала с этими людьми, наблюдала даже, я позвонила своему другу и наблюдала просто, как происходит история. Там очень много было марокканцев и арабов, которые стояли возле одной кафешки, которую я выбрала, она где-то была в 5 минутах от Рома-термини, где меня обокрали. Я видела просто отвратительные истории, где они рассматривают телефоны, передают друг другу какую-то информацию. Один телефон чувак передал другому, и этот странно его рассматривал. Не так, как будто они
устранили поломку, и чувак отдал ему, типа, пользуйся, вот твой телефон, или вот ты, там, ты, блядь, не знаю. Ну, короче, это так выглядело странно. Он рассматривал все проходы айфона, смотрел, как он выглядит, а не типа, как будто он покупает этот телефон. Это было абсолютно разные действия. Прошивку он не смотрел, что в телефоне. Ему было интересно, какой вид. Как будто он оценивал это для продажи. Собственно, там было странно. И когда я зашла в кафешку, потому что пришла очередь, ибо было там очень много, кстати, всех парней, а на баре стояла одна девушка, какая-то типа азиатка, которая разговаривала итальянском, и какой-то араб. И они были явно в сговоре, потому что я говорю, у меня числится, мы с полицией это увидели, что у вас снимали по такой-то, такой-то карточке, на такое имя, деньги, без контакта. Покажите мне или скажите мне, как они выглядели, или вообще, короче, типа, потому что это было еще 4 утра, они сказали, да невозможно, что за глупости, какого числа, говорю, этого числа, 9 мая, 9 мая специально еще берет такие календарь, напротив меня, рассматривают его, ржут, и такие, да мы не знаем, вы что? Мы открываемся только с 8 утра, и я поняла, что все, блядь, короче, что нету решения. Я им просто, типа, пригрозила, сказав, что, типа, полиция с вами разберется. И вышла, потому что, понимаешь, что, ну, блядь, да никто не разберется. Все в сговоре, все красиво сделано, все отстойно. И нет, не из-за того, что я разочаровалась раньше времени. Я не теряла надежду, что можно это найти. Но просто я понимала, что все, пути обратно нет. И нужно ехать в Малагу, как бы я ни хотела. В общем, если у вас есть какие-то догадки или хотите поделиться своей историей, может у вас подобное что-то случилось еще и даже в Риме, я буду рада ждать, пишите в комментариях, и я вот думаю создать свой телеграм-канал. Если он уже создан, посмотрите, пожалуйста, все будет, наверное, по ссылочкам, все будет в описании закреплено. Также все документы и всю информацию предоставлю в донат в приложениях, вы тоже можете посмотреть, ссылка в описании под этим видео. Буду очень благодарна также, если вы сможете закинуть хоть какую-то денежку, чтобы у меня была возможность хотя бы восстановить паспорты для работы, потому что это уже числится 240 евро, только на паспорт и ID-картку. Сейчас я пытаюсь восстановить свою жизнь по кусочкам. Если моя история откликнулась в вашем сердце, я буду благодарна за любую поддержку, любую сумму. Помогите мне снова обрести вес в этом мире и вернуться к нормальной жизни. И благодарю всех, кто досмотрел до конца. Всем свет и до скорой встречи на моем канале.